А вы знаете, что реальный разговорный английский сильно отличается от письменного английского и от английского в учебниках, поэтому многие, кто учит английский по учебникам, когда речь идет о реальном разговоре, им ничего не понятно, не знают, что от них хотят, потому что в разговоре мы довольно часто используем фразовые глаголы, phrasal verbs, и сегодня я хочу с вами поговорить об 20 очень важных фразовых глаголов, которые вам просто необходимо знать. Я вам все подробно объясню с примерами, и в конце этого урока я вам дам чек-лист. Подарок для тех, кто посмотрит урок до конца. Вы получите от меня чек-лист с этими фразовыми глаголами и с подробными примерами, как мы их используем в реальном жизненном контексте. You ready? Let's get started. И, кстати, если вы тут первый раз, my name is Jerry, мы тут учим разговорный английский, подписывайтесь, вам будет полезно. Начнем с get by. Наш универсальный глагол get и с словом by. Get by просто означает справляться с чем-то, когда есть какие-то трудности, какие-то сложности, и мы справляемся. Would say we are getting by. Например, несмотря на ограниченный бюджет, он справляется с тем, что у него есть. Even though he's on a tight budget, ограниченный бюджет, he manages to get by. We're barely getting by with what we have. We're barely getting by with what we have. Мы еле-еле справляемся с тем, что у нас есть. То есть мы едва сводим конца концами с тем, что у нас есть. We are barely getting by. So things aren't going so... No, we're getting by. Парень спрашивает, so things aren't going so well? Дела не так хорошо идут? Она отвечает, oh, we're getting by, что означает мы справляемся, we are getting by. The second phrasal verb, fill in for someone, уже в контексте работы. Fill как глагол, обычный глагол, это наполнять. А вот fill in for someone уже означает подменить кого-то. Например, завтра я не могу работать, я могу попросить коллега, ты можешь мне подменить? Например, в нашем контексте, could you fill in for me at the meeting tomorrow? Можешь ли ты мне подменить на завтрашнем собрании? I'm going to send David home for the day and you're going to fill in for him. I'm gonna send David home for the day. Я отправлю Давида домой на сегодня. And you are gonna fill in for him. И ты его заменишь сегодня. And I'd like you to fill in for him till the next election. And I'd like you to fill in for him. Я бы хотел, чтобы ты его заменил до следующих выборов. Как вы видите, fill – это просто наполнить, а fill in for someone уже означает подменить кого-то, to take the place of a person. Обычно временно, usually on a temporary basis. Третий, the third phrasal verb, be in on something. Мы знаем глагол be, предлог in, предлог on, но тут to be in on означает быть в курсе. Когда вы в курсе от каком-то событии, would say, I'm in on that. Да, конечно, у нас есть обычный глагол aware. I'm aware of that. I know about that. Но в разговоре мы довольно часто заменяем the simple phrases, simple verbs with the phrasal verb. I'm in on that. Например, в контексте. Я слышал, что они планируют вечеринку сюрприз для Анны. Ты в курсе? I heard they're planning a surprise party for Anna. Are you in on it? Are you in on it? Как бы ты в курсе? Who else is in on this? Who else is in on this? Кто еще в курсе об этом? Every person in camp is in on it. Every person in camp, каждый человек в этом лагере is in on it. В курсе этого, то есть to be in on something, запоминаем, означает я в курсе. I'm in on it. Are you in on it? Ты в курсе. Четвертый, the fourth phrasal verb, это у нас clock in. Clock – это часы, а clock in означает отмечаться на работе, то есть при входе на работе. Обычно у компании, если у вас есть карта, вам нужно отмечаться время прихода. Would say clock in, например, I have to clock in by 9. Мне нужно отмечаться на работе до 9 утра. И антоним – это у нас clock out. She usually clocks out at around 5:30 p.m. Она обычно отмечается на выход около 5:30 p.m. То есть clock in – отмечаться на вход
то есть показать время прихода на работу. Clock out – отмечаться на выход, показать время, когда вы закончили рабочий день. Clock in, clock out. What time does he clock in today? What time does he clock in today? Во сколько он приходит на работу сегодня? В этом случае clock in означает время прихода. Например, I clock in at 4, I clock in at 6 означает я прихожу на работу в это время. But when you clock out, go home and love your families. But when you clock out, go home and love your families. Но когда ты заканчиваешь работу, в этом случае заканчивать работу, go home, идите домой и любите свою семью. Go home and love your families. Как мы видим, да, знание слова clock, как часы, по факту не особо помогает вам понять, что от вас хотят, когда говорят I clock in at 6 или what time do you clock in, what time do you clock out. Без знания фразового глагола вам будет сложно понять реальный разговорный английский. Не просто я говорю, вы сами уже видите, that phrasal verbs are a crucial part, очень важная часть разговорного английского. Конечно, можем сказать what time do you come to work, what time do you finish work, это уже простые глаголы. Но носители мы так любим все так не усложнять, а такие интересные обороты, как phrasal verbs. Поэтому заменяемся what time do you clock in, what time do you clock out. Шестой фразовый глагол drag on. On нам известно, а drag это тащить с собой что-то или тянуть, to drag. Когда что-то затягивается, would say it's dragging on. Обычно потому что, может, нам скучно, неинтересно, вот say затягивается. Например, встреча затягивается, как у нас в контексте. The conference call dragged on for hours. Конференц-звонок затянулся на несколько часов. It dragged on for hours. That depends. It could drag on for quite a while. That depends. Это зависит от обстоятельств. That depends. It could drag on for quite a while. Это может затянуться на некоторое время. It could drag on. Which means this thing is going to drag on forever. Which means, это означает, this thing is going to drag on forever. Все это продолжаться будет или затягивается вечно. This thing is going to drag on forever. Когда что-то какое-то событие затягивается, like собрание, встречи, would say it's dragging on. И важно произношение, мы слитно произносим dragon, как драгон. Dragon. Okay? Let's go further. Следующий, be off. Глагол be нам известно, частицу off. Наверное, вы знаете, как выключить что-то. Turn off the light, turn off the refrigerator и так далее. Но в этом случае глагол be с частицей off уже означает «у меня выходной». Например, I'm off tomorrow, so let me know if you need anything. Завтра у меня выходной, я не работаю. Are you off tomorrow? У тебя завтра выходной? Но я должен сказать, когда после be off идет частица to, показывает направление, уже смысл еще меняется. То есть I am off tomorrow означает завтра у меня выходной. I'm off on Monday, в понедельник у меня выходной. Но I'm off to work уже означает я направляюсь на работу. I'm off to school, направляюсь в школу. А почему off уже имеет такие разные значения? Подробно об этом расскажу на моем марафоне по фразовым глаголам. Phrasal verbs with Jerry, где мы учим логику фразовых глаголов. Мы начинаем уже в ноябре. У вас есть возможность присоединиться. Ссылка будет в описании. Вот, be off, когда идет после off, частицу уже означает направляться куда-то. I'm off to school, I'm off to work, I'm off to the shopping mall и так далее. Но в нашем контексте I'm off tomorrow означает у меня завтра выходной день. I'm off tomorrow. I'm taking a personal day. I'm off tomorrow. Завтра я не работаю. I'm taking a personal day. Я беру выходной день. I'm off to Florida. I'm off to Florida. Тут уже появилась частица to, что означает направляться куда-то. Я направляюсь в Флориду. I'm off to Florida.
I'm off to Paris. I'm off to Paris. Я направляюсь в Париж. Как мы видим, off без частицы to означает «у меня выходной день, я не работаю». Off с частицей to уже означает «я куда-то направляюсь». И подробно все объясню на моем марафоне. Ссылка на марафон с информацией будет в описании. Let's go further. The next phrasal verb – это go through. Go – это идти. А go through уже означает, если дословно, пройти через, сквозь. Go through something. Но в этом случае, когда речь идет об какой-то событии, какой-то жизненной ситуации, уже означает переживать что-то. Например, she's going through a lot with work and family issues right now. Она сейчас переживает много трудностей на работе и в семье. Your husband is going through a temporary depression. Your husband is going through a temporary depression. Ваш муж переживает временную депрессию. He's going through a temporary depression. Идем дальше. The next – это у нас put up with. Put – это положить что-то куда-то. Но put up with уже означает терпеть. Тот же глагол put, но с частицами, как up и with, смысл уже меняется. Поэтому для многих фразовые глаголы это просто темный лес. Непонятно, зачем put положить уже стал терпеть. На марафоне я постараюсь вам объяснить логику, именно логику фразовых глаголов. Напоминаю, ссылка будет в описании. Начинаем уже 11 ноября. Put up with означает терпеть. Например, it's hard to put up with noisy neighbors. Трудно терпеть шумных соседей. Rachel, you don't have to put up with him. Rachel, you don't have to put up with him. Rachel, тебе не нужно его терпеть. I don't know how you can put up with it. I don't know how you can put up with it. Я не знаю, как ты можешь этого терпеть. I don't know how you can put up with it. Как мы видим, put – положить, но put up with уже означает терпеть. Поэтому, когда с кем-то вы разговариваете, вы слышите такие слова, как put up with, put – положить, а что тогда put up with? Put up with просто означает терпеть кого-то, смириться с чем-то, something like that. The next phrasal verb – fall out. Fall – это падать, мы все это знаем, но fall out уже имеет переносное значение. Поссориться. Например, they used to be close friends, but they fell out over a business disagreement. Они были близкими друзьями, но поссорились из-за деловых разногласий. They fell out over. Очень важно, когда мы добавляем причина, из-за которой поссорились, нам нужно слово over. Who fell out over a man, he fell out over a business disagreement. To fall out over something. Иногда fall out также может быть существительной. В этом случае мы ставим артикль a перед fall out. Например, у нас был ссор. We had a fallout. Мы поссорились. We had a fallout. We had a fallout или we fell out. Причин over something. The only time we fell out was over a man. The only time we fell out was over a man. Единственный раз, когда мы поссорились, было из-за мужчины. Was over, как заметили, она использовала слово over, когда добавляет причина. Over man. Мы поссорились из-за мужчины. Something happened at the party that you had here and you fell out over something you said? Something happened, что-то случилось at the party, на вечеринке that you had here, которая у вас была тут. You fell out over something you said. Вы поссорились из-за чего-то. Не так ли? Ты так сказал. You fell out over something. Как заметили, она использовала слово over с something, потому что она не знает причину, из-за которой они поссорились. Поэтому you fell out over something you said. Она же спрашивает, чтобы получить ответ от него. You fell out over something you said. Fall out. Fall – это падать. Fall out уже означает поссориться. Мы поссорились, we fell out, или we had a fall out. Идем дальше, посмотрим come across. Два значения, без слова as, со словом as, разные значения. Come across без as означает случайно обнаружить,
что-то. Например, in context, я случайно обнаружил эту старую фотографию. I came across this old photograph in the back of the drawer. I came across this photograph. Это без слова as. Как вы заметили, тут у нас просто all we have is сразу добавляем объект came across и что. Но когда мы добавляем частицы, то есть слово as, come across as, уже означает производить впечатление. То есть, еще раз, два значения. Come across без as означает случайно найти, обнаружить. Come across с словом as уже означает произвести впечатление, показаться каким-то, кем-то и так далее. For example, let's read together. During the interview, he came across as both knowledgeable and approachable. На интервью он произвел впечатление, он показался знающего и дружелюбного человека. He came across as. И обычно после came across as идет у нас прилагательный, like knowledgeable, approachable и так далее. I wanted to apologize if I came across as aggressive. I wanted to apologize, хотел извиниться, if I came across as aggressive. Если я показался вам агрессивным. Came across as. Aggressive – это у нас что? Прилагательное. I didn't mean to come across as indifferent. I didn't mean to come across as indifferent. Я не хотел показаться равнодушным. I didn't mean, я не хотел. To come across, показаться, то есть производить впечатление, что я равнодушный, like I am indifferent. Вот слово indifferent означает равнодушный человек. He's indifferent, он такой равнодушный. Come across as уже означает показаться или производить впечатление. The next, cut down on something. Cut – это резать. Cut down on означает урезать, то есть сократить употребление чего-то. Например, I'm trying to cut down on sugar for my health. Я пытаюсь сократить потребление сахара ради своего здоровья. И, кстати, я подробно говорил про частицу down. Тут уже именно объяснение, логика фразовых глаголов. Урок, ссылка будет тут, также в описании. Обязательно посмотрите урок довольно подробный. Я подробно все объяснил. Обязательно посмотрите этот урок. Cut down означает уменьшать употребление чего-то. Let's go further. The next, put off. Put еще как положить, как вы знаете. Но put с частицей off означает откладывать. На потом откладывать. Например, I keep putting off cleaning the garage because it feels so overwhelming. Я постоянно откладываю уборку гаража. Постоянно откладываю. Off – очень интересная частица. И подробно поговорим о частице off на марафоне. There's something I need to do that I've been putting off. There is something I need to do. Есть кое-что я должен сделать. That I've been putting off. Которое я постоянно откладывала. Yeah, dude, you've been putting off visiting your grandma for too long. Yeah, dude, you've been putting off visiting your grandma for too long. Ну, брат, ты постоянно уже долго откладываешь посещение grandma for too long. Put off – откладывать. Let's go further. The next phrasal verb, bring up a topic. Bring – это принести. Bring up – это поднять обычно тему. Например, in the meeting, she brought up a great point about increasing productivity. На собрании она подняла отличную тему о повышении производительности. Bring up a topic. Пожалуйста, не поднимайте эту тему. Please don't bring up that topic. Но иногда можем использовать bring up не с topic, а с человеком. Например, мне воспитывал. В таком случае также можем bring up использовать. Мне бабушка воспитывала. I was brought up by my granny. Или my granny brought me up. Bring – это настоящее время. Brought – это прошедшая форма глагола bring. Поэтому my granny, моя бабушка, воспитывала меня. Brought me up. То есть bring up a topic – это поднять тему для обсуждения. Bring someone up уже означает воспитывать кого-то. Идем дальше. The next phrasal verb, wind down. Вы, наверное, знаете это слово.
как ветер, wind, то есть одно слово, но есть два произношения. Wind – это ветер, а wind уже другой, как у нас в этом контексте. Wind down означает расслабиться. After such a busy week, I like to wind down by watching a movie on Friday night. После такой напряженной недели мне нравится расслабиться, посмотрев фильм в пятницу вечером. I like to wind down. Очень важно, не wind down, так как wind – это ветер, а wind down – слитно получается wind down, то есть не два раза д, а wind down, не wind down, это совсем для начинающих. А мы говорим обычно wind down. I like to wind down by watching a movie on Friday night. You know, you really gotta wind down. You know, you really gotta wind down. Мы видим, как мужчина что-то ищет, серьезно что-то ищет, и девушка говорит, you know, you really gotta wind down. Знаешь, тебе нужно расслабиться. You really gotta wind down. Это означает, you really have to wind down. You really have got to wind down. I couldn't wind down last night. I couldn't wind down last night. Я не могла расслабиться вчера вечером. Wind down – расслабиться. You gotta wind down. Тебе нужно расслабиться. Let's go further. 16-фразовый глагол у нас осталось 4. Run behind. Run – это бегать. Behind – это сзади или позади и так далее. Run behind означает я не успеваю, то есть я отстаю от остальных. Например, в контексте I'm running behind on my project. Я не успеваю с проектом, так что мне придется работать дополнительные часы на этой неделе. I'm running behind. Коллега не успевает. He's running behind. Я не успеваю. I'm running behind. I'm sorry, but we're running behind schedule. I'm sorry, извините, мне очень жаль, but we are running behind schedule. Но мы выбиваемся из графика, то есть мы не успеваем, мы отстаем. We are running behind schedule. И как заметили, там слово schedule, график, то есть есть план, не успеваю выполнить план, есть deadline, не успеваю до дедлайна. I'm running behind the schedule, behind the plan, behind the project и так далее. I'm running behind, so you need to order me lunch. I'm running behind, я не успеваю, so you need to order me lunch. Тебе нужно мне заказать обед. Order me lunch. Еще раз, когда вы не успеваете, у вас есть план, есть график, есть дедлайн, вы не успеваете, просто скажите I'm sorry, I'm running behind. Идем дальше. Call off. Call – это звонить, но сочетается off уже означает отменить запланированные встречи, события и так далее. For example, из-за плохой погоды им пришлось отменить концерт. Due to bad weather, they had to call off the outdoor concert. You want me to call off the ceremony for that? You want me to call off the ceremony for that. Ты хочешь, чтобы я отменил церемонию из-за этого? Call off и сразу что? Событие. Call off the ceremony, call off the wedding, отменить свадьбу. Call off the engagement, отменить engagement. Call off the meeting, отменить встречу. Call off the match, отменить match. Call off, отменить. For that, you want to call off the wedding? And for that, you want to call off the wedding? Из-за этого ты хочешь call off the wedding, отменить свадьбу. The next phrasal verb, run into. Run – это бегать. Run into someone означает столкнуться, то есть случайно кого-то встретить. For example, I ran into my old teacher at the grocery store yesterday. Вчера я случайно встретил своего старого учителя в магазине. Run into может быть и в прямом смысле run into, то есть столкнуться физически или случайно встретить кого-то. Тут просто важно контекст. But in both cases, в обоих случаях речь идет об встрече. So I ran into my teacher. Я случайно встретил своего учителя. I don't believe this. Every time there's trouble, I run into you. I don't believe this. Не могу это поверить. Every time there's trouble, каждый раз, когда случаются неприятности, I run into you. Я натыкаюсь на тебя, я с тобой встречаюсь.
Yes, sir, but we've run into all kinds of trouble. Yes, sir, but we've run into all kinds of troubles. Как мы тут видим, тут уже не человек, а trouble. Можем сталкиваться и с проблемами, и с людьми, с проблемами. В этом случае мы сталкивались с всевозможными неприятностями. We've run into all kinds of trouble. And the last phrasal verb, wrap up. Wrap, наверное, знаете, слышали, но не rap как музыку, а wrap как глагол. Wrap означает завернуть. В этом случае подарок обычно. Wrap a gift, wrap a present. Но wrap up как фразовый глагол уже означает завершить. Обычно встречи, собрания. For example, например, let's wrap up the meeting so everyone can get back to their tasks. Давайте завершим собрание, чтобы все могли вернуться к своим делам. All right. Let's wrap up the day by looking at our stress journal. All right, let's wrap up the day. Тут уже не встречи, а day. То есть завершить день. То есть подведем итоги дня, заглянув at our stress journals, дневник journals. Let's wrap up the day. Когда вы хотите закончить рабочий день, можно сказать коллегу, let's wrap up for today. Let's wrap up for today. Давайте тут уже завершим, подведем итоги дня и пойдем домой. Ну что, друзья, мы рассмотрели 20 фразовых глаголов, very important phrasal verbs, и теперь как получить мой подарок для вас. Я для вас подготовил чек-лист с этими фразовыми глаголами и с примерами, a lot of examples. Для получения вам нужно перейти по ссылке в описании в наш чат-бот. Там будет кнопка Gifts или подарок. Нажимайте, и вы все получите. И напоминаю, если вы готовы наконец-то улучшить разговорный навык, начать лучше понять разговорную речь, у вас есть возможность к нам присоединиться на марафоне по фразовым глаголам. Ссылка будет также в описании. Увидимся на марафоне. Bye for now.